8 ошибок, которые делают клиенты при подписании предварительного договора, когда самостоятельно без риэлтора покупают квартиру на вторичном рынке в Польше. Здравствуйте, меня зовут Людмила Лебедева, вы на канале «Инвестиции и недвижимость в Польше», и сегодня поговорим именно об этом. Но перед тем, как поговорить, я вас, как всегда, приглашаю присоединиться к нам в нашем телеграм-канале, и ссылочка будет в описании. Итак, начнем. Собрала специально ваши ошибки. Первое. Подписывайте договор без проверки правового статуса. Что это значит? Это значит, что ни в коем случае нельзя откладывать проверку самой квартиры до момента подписания окончательного договора у нотариуса. Дело в том, что когда мы подписываем договор, мы уже с вами вносим предоплату. И если мы не проверим на этапе до подписания предварительного договора эту квартиру, то может случиться коллапс, вы просто потеряете свою предоплату. Что мы проверяем, когда мы с вами подписываем договор, решили купить эту квартиру? Первое, что нам четко нужно проверить и внести в договор, вы проверяете ksiągę wieczystą, чтобы там были записаны все те люди, которые квартирой владеют. Эти же люди должны подписывать договор предварительный, и эти же люди должны подписывать окончательный договор у нотариуса. Если подписывают какие-то другие люди, то у них должно быть полномocnictwo, то есть доверенность нотариальная, а не просто написанная от руки, даже при подписании предварительного договора. Поэтому это обязательно проверяем. Проверяем по ksiągę wieczystej вообще статус квартиры, статус грунта, если там уджал в дроце. Короче, все вот это необходимо заранее перепроверять. Вторую ошибочку, которую часто допускают, это не прописывают детально то, что вы покупаете. Что вы должны прописать? Вы должны прописать, какую квартиру покупаете. Однушку, двушку, трешку. Это прям должно быть текстом написано. То есть, условно, двухкомнатная квартира расположена по такому-то адресу, доскональный адрес вместе с индексом, на таком-то этаже, состоит из... И описываете, что, из чего она состоит. Сколько спален, сколько кухонь, отдельная кухня, не отдельная кухня и так далее. Обязательно. Если вы вместе с квартирой покупаете, например, пивницу или каморку локаторскую, или место постоевое, или место в гараже, неважно, все это должно быть написано. И не просто написано, что вы покупаете квартиру, и к ней относится пивница. Нет, пивница находится там-то, у нее номер такой-то, ее метраж такой-то. Или там вы покупаете место постоевое, и у этого места постоевого номер такой-то. Для чего? Нотариус не будет за вас это проверять. То есть вы должны знать, что вы покупаете. То есть все, что у вас в предварительном договоре, это основание нотариусу для перенесения в окончательный договор. Поэтому все, что здесь пропишете, все будет прописано там. Не пропишете здесь, есть вероятность, не попадет в окончательный договор. Значит, третья ошибочка, которая часто случается, это не прописываем условия расторжения договора. Есть форс-мажорные обстоятельства. Это на самом деле очень индивидуальная такая часть, индивидуальный пункт, и он должен договариваться непосредственно с продавцом, либо с покупателем, тут в зависимости от того, продаете квартиру или покупаете. Поэтому обязательно пропишите, обговорите и зафиксируйте, пропишите это в договоре. Это крайне важно. Идем дальше. Четвертая ошибка, которая часто случается, не прописывается форма предоплаты. То есть написано, что есть предоплата, указана сумма, а что это такое, не указано. Но есть разные понятия, и в зависимости от того, являетесь вы покупателем, либо являетесь вы продавцом, то это может быть выгодно вам в одном случае и другой формат в другом случае. О чем я говорю? Есть такое понятие, как задаток, есть такое понятие, как заличка. Что такое задаток? Задаток – это когда мы с вами вносим предоплату за квартиру. Эта сумма потом в дальнейшем засчитывается в стоимость квартиры, и конкретно задаток охраняется кодексом цивильным. И именно он позволяет вам, например, как покупателя, если вдруг продавец отказался продавать вам квартиру, вернуть двойную сумму. Условно, вы покупаете квартиру, и ваш задаток 10 тысяч злотых. Вы написали, что задаток за эту квартиру, прописали задаток за эту квартиру 10 тысяч злотых. И вот случается какая-то ситуация, совсем не форс-мажорная и совсем не прописанная в договоре, и продавец передумал вам продавать квартиру. Например, нашел другого какого-то покупателя, который ему заплатит
больше. И он хочет с вами расторгнуть договор, но если прописано слово «задаток», то он не может вам просто вот вернуть ваши деньги и сказать «до свидания». Он обязан вам вернуть ваши деньги и вернуть такую же сумму сверху, как штраф за то, что он не выполнил условия договора. И если он этого не сделает, а в договоре прописано, что это задаток, вы можете обращаться в суд, и, поверьте, вы спокойно отсудите эту сумму. Если мы с вами напишем заличку, что такое заличка? Заличка – это аванс, по сути, он не охраняется кодексом цивильным, и случится такая ситуация, что продавец передумал вам продавать эту квартиру, то он просто вернет сумму, которую вы ему заплатили, и, в общем-то, больше ничего вы предъявить не можете. Но если вы продавец квартиры, ну, сами понимаете, какое надо слово важное писать перед суммой, которую вам внесут как предоплату. А пятая ошибка, которая часто достаточно встречается, это не прописываются конкретные сроки выхода на сделку. Что это значит? Не прописываются конкретные сроки, когда вы придете к нотариусу для того, чтобы подписать окончательный договор. Это надо делать обязательно. В идеальном формате вы посчитали и согласовали конкретную дату. Не через месяц, не через 3, не какую-то там такую растекаемую, а конкретно пишите, что мы выходим условно там до 1 июля 2025 года, мы должны с вами подписать окончательный договор, либо условия договора по расторжению, там, договор будет условно недействительным. Это крайне важно. Почему? С одной стороны, если вы покупаете, то вы таким способом продавца подталкиваете на то, чтобы он быстрее собрал пакет документов для сделки. Если вы продаете, то а у вас, например, ипотечник, то вы подталкиваете своего покупателя на то, чтобы он быстро все завершил с банком и получил разрешение на квартиру. Шестая ошибка – это не прописывать ответственность сторон. Что будет, если? Что будет, если он не продаст квартиру? Что будет, если я не куплю? Что будет, если мне банк откажет в ипотеке? Если есть какие-то вещи просто не очень порядочные, да? Когда, например, нашли другого покупателя. Это понятно, что у нас есть заличка, задаток, мы это все подписываем. А что делать, если случилось какое-то обстоятельство, не зависящее от вас? Да, например, вы ходили, проверяли, что у вас кредитоспособность хорошая, высокая, на поверку вы пришли, и вам, например, не выдали такую сумму, которую вы ожидали. Либо вам очень понравилась квартира, вы пришли в банк, а банк прислал своего оценщика, и квартира была оценена на другую сумму, а продавец не захотел снижать эту сумму, у вас не было что туда заплатить. То есть такие вещи, которые от вас не зависят. Если особенная ипотека, ответственность сторон должна быть проговорена с второй стороной и записана обязательно в договоре. Седьмая ошибка – это не прописать способ финансирования. И продолжаем тему ипотеки. Обязательно должно быть прописано, на какие средства вы покупаете квартиру. Сейчас это самое главное, что касается покупателей. Это такой самый главный пункт. Опять же, возвращаемся, банк чего-то не согласовал, не подтвердил, не принял квартиру, которую вы выбрали. Или, условно, вы не написали, что вы покупаете квартиру под ипотеку, и это может быть спокойно с другой стороны оспорено, вышли на сделку, а у вас ипотека. Но продавец, вы не зафиксировали это в договоре, продавец может отказаться от сделки просто потому, что вы его не предупредили, особенно если есть какие-то проблемы, связанные с банком. И последняя ошибочка, о которой я прям отдельно хочу сказать, она, в общем-то, нигде не указана, но это чисто наш опыт, потому что на это надо обращать внимание. Кроме договора, всегда подписываете приложение к этому договору, где вы будете досконально прописывать, какие конкретно вещи продавец оставляет в квартире. Очень важно. Потому что если вы это не пропишете, вы рискуете прийти на прием квартиры после подписания окончательного договора у нотариуса, прийти и чего-то словно не увидеть. Шкафов, техники, каких-то еще вещей, ради которых, в общем-то, или которые вы хотели получить, договорились с продавцом, но не прописали. Но самый идеальный вариант – это вам лайфхак. Можете не прописывать, вернее, прописать, конечно, можно, но желательно сделать еще фото и фото приложить к договору. Они также имеют юридическую силу. Не делайте ошибок,
А чтобы не делать этих ошибок, мы с удовольствием вам поможем, можете обращаться к нам. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и подписывайтесь на наш канал.